решил снова повторить подвиг и дойти с работы домой. Стартую вот от этого прекрасного здания. Стою, жду светофора. Идти мне примерно 8 километров, чуть меньше. Показывает по маршруту час 20. Ну, не знаю, как получится, если даже камера не сядет. Надеюсь, что не сядет. Посмотрим, за сколько дойдем. Погнали! Тут, конечно, вот у нас дико долгий светофор при переходе улицы 60 лет октября. Ничего не поделаешь, приходится ждать. Но очень долгий. Пипец. Наверное, минут по 7 он горит красным. Переходим наконец-то. И что мы видим? Следующий светофор опять красный. И опять будем ждать. На каждом светофоре ожидание по 3-5 минут. Уже 11 минут прошло, я еще никуда не продвинулся. Ну что, ждем. Наблюдаем за красивыми улицами и за величественным зданием. О, да, мы прорвались на зеленый. Все, переходим на основной маршрут. Маршрут будет пролегать по бульвару, который сегодня раскопан, но я надеюсь, дорожка там нормальная есть. Я иду по прекрасному бульвару. Это улица Академика Зелинского. Здесь не так давно причепурили, сделали классный этот бульвар. Он такой красивый. Конечно, здесь сравняли с землей всю траву и положили ее заново. А теперь во всем районе Академический вот так вот выглядят тротуары. Все разобрали и благоустраивают. Ну, о благоустройстве можно спорить, но так или иначе становится это все, конечно, красивее после того. Перестает быть похожим на то, что было раньше. Ну, хотя бы, может быть, плитка подольше полежит. И бордюры, может быть, они новые. Не каждый год их будут менять. Поглядим. А пока вот так вот. Тут даже кто-то работает. Обычно никого не видно. То есть бывает все раскопано и ничего никто не делает. Ну и что еще видно? Видно, что проезжую часть сужают. Зачем-то делают какую-то клумбу. То есть там, где раньше машины парковались, теперь они парковаться не смогут. Проезжую часть сужают, чтобы затруднять жизнь водителям, чтобы люди отказывались от машин. Что, наверное, логично, с одной стороны. А с другой стороны, за это как бы мы ненавидим наше руководство городское. Ну, посмотрим, как это все будет потом. К Ленинскому проспекту подошли. Нам нужно перейти на ту сторону, вот на тех светофорах. И как нам пройти к ним, спрашиваете вы. А вот я тоже не знаю. Приходится вот так опасно идти по проезжей части. На самом деле просто жесть. То есть для пешеходов не придумано ничего. Как мне здесь пройти вообще? Мне страшно. Машины ездят. А мне нужно вот туда вот попасть, где переход. Иду. Жесть. А у вас есть вопросы о качестве проводимых работ? У меня, похоже, нет. Все это скоро треснет и развалится. Ну, как водится у нас в лучших традициях. Все, переходим. Потом правее и снова по бульвару пойдем. Мы идем во временном переходе рядом со стройкой. Прорвались через переходы. И теперь идем снова в разруху. Надеюсь, что мы сейчас повернем налево и от этого всего уйдем. Должна продолжиться улица Зелинского, вот туда налево, где бульвар. Ух, надеюсь, там в середине тропинка есть. Да, здесь, конечно, настил такой деревянный, а слева все разрушено. То есть для пешехода просто ничего нет, кроме этого настила. Ну ладно, мы, собственно говоря, просто гуляем. Идем. Прям как траншеи выкопаны. Все понятно, для укладки кабелей, чтобы убрать кабели сверху и положить их, закопать в землю. Потом сделать вот такие вот плиточные дорожки. Плитки, которые расколятся через один сезон. И их будут снова менять. А может, не будут. Кто его знает. Мне кажется, я здесь первый раз иду вообще. Никогда здесь не был. Никогда здесь не ходил. А между тем, этот путь самый короткий в мою сторону. Моя цель пока улица Косыгина. А дальше смотровая площадка, университет и через Мичуринский в Радмики. Боюсь, что аккумулятор сядет. Если что, продолжу на айфоне. О, бордюр. Можно увидеть внутреннюю структуру бордюра. И увидеть, что это никакой не гранит.
Это какая-то прессованная крошка, которая уже крошится и сыпется. Блин, получается некий блог о том, как хреново у нас тут делают благоустройство. Ну уж извините, не могу быть ненаблюдательным. Свою наблюдательность засунуть никуда не могу. Наблюдаю. Будем, короче, дальше наблюдать. Надеемся, что этот трэш сейчас кончится, и я выйду на нормальную дорогу. Вон она уже там впереди видна. 25 минут в пути, 26, 1,3 километра, 1,38 километра. Вышел на улицу Косыгина. Видимо, я срезал. Ну да, площадь Гагарина до сюда довольно далеко. Начинаем идти по улице, и на самом деле мне хочется пойти туда, на центральную дорожку бульвара, чтобы уйти от этого трэша. Сейчас буду переходить. Вообще, это Косыгина улица Косыгина, имени деятеля социалистического Косыгина. Связано для меня, в основном воспоминания о ней связаны с Дворцом пионеров, который там вот впереди. Вот там он, дальше мы будем проходить его. И по ней, в общем-то, мы довольно часто ездили на велосипедах или гуляли, когда занимались в Дворце пионеров. Вот. И, в общем-то, я по ней и так на велосипеде ездил. Мне кажется, в прошлом году ее всю перекопали и восстанавливали. Опять же, укладывали здесь всякие коммуникации. И вот мне до сих пор все равно непонятно, почему здесь по краям лежит плитка. Плитка лежит. Видите, с этого края и с этого края. А в середине она не лежит. И в середине периодически раскопаны какие-то раскопки и залатаны асфальтом. Вот не пойму никак. Может, вы знаете? Напишите в комментарии, почему это может быть так. А пока мы идем и видим, что там у нас идет стройка нового здания офиса Яндекса. Вот краны, стройка, забор, все как положено. Есть агитация такая. Снаружи есть автобусы для рабочих. Вот. Посмотрим, что это будет. Судя по картинкам, это будет нечто. Классный вечерок. Мне нравится. Здесь когда-то была гостиница «Орленок», а потом был отель «Корстон». И туда даже внутрь мы ходили, какой-то клуб внутрь танцевать. Что-то там такое. А потом все сломали и теперь строят здесь Яндекс. Вот так. Кстати, вот здесь направо, если пойти от улицы Косыгина направо, то начинается парк Воробьевы горы, который дальше переходит в набережную. Там классно вообще, здорово и зимой, и летом, и весной, и осенью особенно. Там всякие белки, множество гуляющих, вообще классно, красиво. Рекомендую туда сходить. Вот прямо вот там вот, туда. А мы сейчас придем уже к перекрестку. Я сейчас перейду на правую сторону, буду по правой стороне идти, чтобы лишний раз не переходить в пути на смотровую площадку. Количество ездаков на самокате зашкаливает. Хотел заснять, а он уехал. Переходим дорогу, нас пропускают. Смотрим, что вот как раз вход в этот парк. И парк называется парк Горького. А я вам сказал Воробьевы горы. Ну, не важно, это все территория парка Горького, но она на Воробьевых горах. Вот туда, короче. Пойдем вперед по улице Косыгина, по правой стороне теперь. Итак, статус. Я иду 36 минут 27 секунд, прошел 2,26 километра. Чувствую себя нормально, почти не вспотел. Температура приемлемая, не жарко. Много самокатчиков проносится мимо. Но ничего, не мешают. Идем дальше. Вот, хочу заснять вот это. Что это? Артемий Лебедев говорит, что это редкость. Что таких вот ситуаций, когда таким образом уложена плитка, которая полностью, собственно, некачественно пропала, вздулась, лопнула, что их мало. Ну, приезжайте сюда на улицу Косыгина, она здесь везде такая. Непонятно почему. Точнее, понятно, конечно. Ну, вы знаете все. Итак, вот на той стороне мы видим Дворец пионеров. Его известный шпиль Флагшток. А рядом, где был памятник Мальчишу Кибальчишу, нет памятника. Его демонтировали, возможно, из-за ремонта. А вот с этой стороны мы видим вот что. Просто посмотрите. Это мост. Проспект Вернадского переходит в Комсомольский проспект. Мы
одно из моих любимых мест, этот мост, и этот вид на дворец пионеров. Здесь кайфово. Если не были, приходите сюда. Сегодня я совершил большую ошибку. Я зачем-то решил идти тогда, когда у меня на ногах вот такие платяные матерчатые кроссовки простые. Очень трудно в них идти, оказалось. Ноги проскальзывают. Поэтому я перешел на другую дорожку, где нет плитки. Лучше цепляются. Здесь вообще шикарно. Здесь прям парк-парк. И не очень-то шумно. И места много. И красиво. Идем вперед на смотровую. Перезатянул кроссовки. Подтянул шнуровку. Должно быть получше. Но еще я тормоз вдвойне. Я не взял с собой воду. Тоже мне турист. Как-то в такой поход и без воды. Ну ничего, сейчас купим, там впереди должна быть вода. Мы пришли на Воробьевы горы, к канатной дороге. Посмотреть, что здесь будет. Похоже, здесь строят полноценный горнолыжный курорт или что-то подобное. Стройка идет полным ходом, канатка горнолыжная остановлена, а вот кабинки те работают. Прикольно прям. Слушай, новый подъемник. Он был здесь? Что-то я не помню. А, был, точно. Просто его перестраивают. Бедные велосипедисты хотят покататься, а здесь лестница. И спуска для велосипедов нет. И одна единственная дорога для пешеходов, потому что все остальное перегорожено. Стройка, стройка, стройка. Стройка, стройка. Самые лучшие и самые крепкие в мире бордюры, спрессованные из какого-то не пойми чего, уже сломались. Класс. Бордюры, я люблю вас. Известное московское развлечение — катание на канатной дороге на Воробьевых. Вот она здесь. Какая очередь, видно? Да, вот такая. Но говорят, идет быстро. Известные московские урны на Воробьевых, набитые мусором, который никто не убирает. А, вот она очередь, она аж до сюда. Нифига себе. Вот это я попал. Мне через нее надо будет пройти. И вот она куда идет. Нифига. Вот это да. Я не уверен, что вам интересно, но вдруг вы захотите лайфхак по поводу этой канатной дороги. Чтобы не стоять в этой очереди, можно спокойненько спуститься здесь по тропинкам вниз на набережную, дойти до метра моста и перейти на ту сторону, в Лужники. И там, если вы сядете на канатку, уже очереди никакой не будет. Потому что там народ весь растворился. И с той стороны сюда доехать даже прикольнее. Потому что подъем, и сразу видно реку. Ну, очень классный вид. Имейте в виду, цена такая же, кстати. Ну что, я прибыл в свое самое любимое место в Москве. Это прям место силы для меня. Смотровая площадка на Воробьевых горах. Вот за мной виден трамплин. Вот за мной виден университет. Вот здесь вид на Москву. Сейчас поближе подойдем. Не всегда здесь много народу, но довольно часто. Сегодня вообще классно, лето, погода хорошая. Когда-то здесь во времена чемпионата мира была фан-зона. Здесь довольно прилично, чисто. Убрали ненавистные нам туалеты, которые когда-то прямо здесь стояли, прямо тут. Но теперь, к сожалению, туалетов нет совсем, поэтому нужно только единственное идти вот туда. Там есть туалеты, далековато. Но если что, можно дойти. Здесь еще есть вот Zip, Sky-парк, вот этот вот. Ну, если вы посмотрите немного, то поймете, что здесь действительно здорово. Почему сюда все время тянет. Воду я купил. Она прям ледяная, внутри лед. Надо быть осторожным. Продолжаю свой путь. Сейчас буду срезать через тропинку, через вот эти вот зеленые насаждения, чтобы срезать вот этот угол, который на Косыгина. Вот так вот продолжаем наш путь. Переходим. Ой-ой. Здесь очень часто ездят вот такие машины с громкой музыкой. Интересно, он сам там не оглох? Всегда меня интересовал такой вопрос. Здесь раньше была тусовка мотоциклистов.
Теперь всех прогнали. Они там вот дальше стоят. Никого нет. Классный вечерок. Иду в толпе туристов. Вот оно, здание неизвестного архитектора, который единственный здесь в округе, единственный нормальный туалет, который здесь есть, он бесплатный. Сюда привозят туристов вот на таких автобусах. Но я сейчас возьму левее на тропинку и пойду через заросли, через лес. Все, очки снял, солнца нет. Иду через заросли, через лесной массив. Ну, хотя, конечно, это нельзя назвать лесом. Это какая-то часть ботанического сада МГУ или что-то подобное. Но крапива здесь вполне реальная. Ой, на что я подписался? Я на это не подписывался. Ой-ой-ой. Мама. Ничего, прорвемся. Прорвались. Так, на мне репейник есть? Нет репейника. Идем дальше. Здесь невероятно классный такой лес. И причем тут есть скамеечки. Вот, видите, можно посидеть. Слышно, конечно, музыку проезжающих вот этих джигитов, но все равно тихо. Прикольно. Даже нет ощущения, что ты где-то в Москве, в городе. Батарейка садится. Ну, ничего. Если что, продолжим на iPhone снимать. Вот я знал, что у этого GoPro есть недостаток. Батарейка держит очень мало. Помимо того, что сильно греется. Ну, понятное дело, процессор сильный, 4К съемка. Ну, нельзя делать камеры, которые снимают всего лишь полчаса. Что это такое? Так не пойдет. Нам так не нравится. Вот и первая засада. Как же здесь пройти-то? Здесь прям, блин, болото какое-то. Блин. Просочились через болото. Болото и крапива, все как мы любим. Прям какой-то бурелом. Это где я вообще нахожусь? Ау! Вы бы хотели, чтобы вот так вот было? Никого, совсем никого. Найти в городе местечко, где вообще никого нет. Ни одного человека. И в целом все так спокойно. Природа во всей красе. Дорожки, конечно, утоптаны. И крапива высоковато. Вот это мне не нравится. Не нравится. Но ничего, прорвемся очередной раз. Она какая-то почему-то не жалит. Или я, может, толстокожий такой стал? А? Непонятно. Кстати, сегодня 1 августа 2022 года. Сегодня неофициальный день, праздник, день технической поддержки, день работника технической поддержки. Я как работник технической поддержки поздравляю сам себя и всех моих коллег. Ребята, мы круты. Если вы работник технической поддержки, ставьте лайк, напишите в комментариях, что вы за работник, какой вы сотрудник, админ или кто. И поздравляйте своих коллег, подписывайтесь на канал. А я пробираюсь через очередную крапиву, которая уже жалится. Мне нужна поддержка. Поддержите меня. Ой, комары. Итак, я иду уже 68 минут. Прошел 4 километра, 430 метров. Моя камера GoPro сказала до свидания. Точнее, аккумулятор сел. Я вынужден снимать на iPhone, переведя его в режим 4К. Там минута видео занимает очень много. Уж не знаю, хватит ли мне памяти. Буду снимать короткими включениями. Я пришел уже, собственно говоря, к перекрестку с Университетским проспектом. То есть это Университетский проспект, перекресток с Мичуринским. Такое прекрасное солнышко закатное светит. Сейчас пойдем дальше мимо пруда у китайского посольства. Ну и, собственно, уже по прямой до дома. До нашей Винницкой. Я пока еще такой начинающий блогер-влогер. У меня нет системы микрофонов. Поэтому я просто так поближе к айфону буду говорить. На GoPro-то классная система микрофонов, я уже проверил. Здесь у нас такой вот красивый дом стоит на перекрестке. Уж не знаю, как он называется. А весь этот перекресток недавно тоже переделали. Сначала все были очень сильно недовольны. Сузили проезжую часть на Университетском проспекте.
Машин теперь там негде парковать. Целую полосу оттяпали, даже полторы. Вот. Но сейчас как-то все привыкли. Собственно говоря, ездят, хоть и стоят в пробке. Это неизбежно. Да, видите, сделали так, что я иду на зеленый, а машина поворачивает. Потому что у них горит и моргает белый такой светофор, который разрешает им проехать направо, когда идет пешеход. А что здесь переделали, так это вот эти вот огромные бордюры сделали. И вот эту велосипедную дорожку сделали такую прям гладкую и ровную. Ну хоть где-то есть велосипедная дорожка. Здесь вот у нас слева от парка на улице Дружбы размечена дорожка. Тоже прикольно. Парк прекрасный вот этот вот, около китайского посольства называется. С той стороны улица Дружбы, здесь Мичуринский. Рекомендую сюда зайти или заехать, если будет возможность. Вообще я так думаю, что велосипедные дорожки будут тогда классными, как вот эти, когда они отделены физически от дороги. Потому что если они отделены физически, то по ним, собственно говоря, ходят люди. Вот, как сейчас, да? То есть, если кто-то будет ехать очень быстро, то этому человеку не поздоровится. А во всех нормальных странах велосипедная дорожка отделена физически, то есть каким-то бордюром или какими-то перегородками. И тогда возможно наладить полноценное движение как велосипедов, так и мотоциклов. Надеемся, что когда-нибудь у нас это будет, и можно будет на велике удобно проехать, никому не мешая. И велосипеды, ну и пешеходы не будут никому мешать. Вот так. Кстати, на широкоугольном режиме объектива намного прикольнее снимать. Много всего. Больше гораздо влезает. Ну, я вот влезаю, да, целиком, наверное. Я себя не вижу, потому что снимаю на основную камеру. Сейчас покажу пруд круглый у китайского посольства. Там он. Итак, добро пожаловать на наш пруд. Круглый пруд у китайского посольства. Так вот он выглядит. Я не буду здесь останавливаться сейчас, потому что я иду, собственно говоря, домой. У меня первая цель — это дойти. Это ходьба. Но как-нибудь обязательно я обойду все раменки. И все достопримечательности покажу на отдельной съемке на камеру GoPro. А пока вот такой вот пруд. Рекомендую. Дальше идем. Оп, по пешеходной дорожке. Не по велосипедной. Тут несколько раз напоминает, чтобы вы не забыли, если что. Пока иду, поделюсь с вами, какие мысли приходят. Ну, во-первых, здесь у нас в нашем районе очень красиво. Что вот этот парк на улице Дружбы, что наш парк имени 50-летия Октября, там в Раменках. Здесь вот классное здание Института механики. Новые шуваловские дома видны. В общем, у нас очень здорово здесь. И, честно говоря, я не знаю, почему я раньше не ходил пешком с работы. Потому что маршрут прекрасный. Единственное, ради что, может быть, жара может помешать. Но когда жары нет, сам Бог велел вот так вот пройтись. Если идти интенсивно, можно дойти за 1:20. Мешают только светофоры, на которых приходится ждать. А так вот, я иду 82 минуты. И прекрасно себя чувствую, не устал. Вот, даже из-за того, что кроссовки у меня не очень профильные для ходьбы, все равно не устал. Так что, что можно сказать? Ну, классно. Надо вот так вот ходить, тренироваться, как говорится, радовать себя. И в парк вот в этот будем ходить чаще. Да? Да. Здесь лучше зайти в метро, в переход, чтобы перейти улицу. Потренируем ноги заодно. Да и не будем стоять на светофоре. Заходим. Нам сюда. А вот карта нашего райончика. Нам в эту сторону. Выходим из метро. Здесь у нас примечательное место есть. Называется площадь Индира Ганди. С памятником Индире Ганди. Вот он памятник. Вот она площадь. Уже начинает вечереть.
Поэтому сейчас мы просто-напросто двинем по прямой по Мичуринскому проспекту уже до дома. Тут идти примерно 1 километр 400 метров. Ну, по крайней мере, раньше так было. Что у нас еще интересного, это вот гостиница университетская здесь. Бывшая гостиница университетская. Нет, ну она, наверное, сейчас гостиница университетская, просто теперь она в основном принимает паломников, потому что здесь рядом паломнический центр. Здесь у нас 2 ресторана, Дурдин и Стейкхаус, которые одновременно и морские продукты предлагают. Ну, в общем, да, как я и говорил, про достопримечательности Раменок в следующей отдельной съемке. Вообще вот светофоры — это то, что мешает маршруту пешему нормально дойти. Поэтому приходится ждать. Мне в данном случае неохота идти в подземный переход, потому что здесь очень красиво на улице. А кто-то, видите, не может терпеть, перебегает. Но я так делать не буду. Я подожду. Хотя нет, вот машины поехали, фиг ли меня ждать. Я лучше пойду по пешеходному переходу, перейду. Он здесь такой удобный. Можно на велосипеде заехать. Или на коляске инвалидной. В общем, хороший такой пешеходный переход. Ну что, я почти у цели. У меня остался какой-то километр. Я в пути 1 час 36 минут 17 секунд. 6 километров 440 метров. Видимо, все-таки у меня до дома не 8, а где-то около 7 по такому маршруту. Вот и проверим. Я встретил друга Сашу, который вот там вот стоит, собирается переходить дорогу к себе домой, который меня прервал, и мне пришлось прерваться, поговорить с ним. Поэтому время, которое сейчас мне показывает мой телефон, точнее мои часы показывают уже 1:45. Проболтали мы с ним, наверное, минут 10. Поэтому общее время мы вычтем из этого, и будет понятно. Вы когда-нибудь видели, как моют стены? Я первый раз вижу. Вот так вот керхером просто моют стены, и все. А почему нет? Ну вот я уже подхожу к своей цели. О, как я люблю мотоциклистов, у которых нет глушителя. Или вот такой супер-мега глушитель. Ставь лайк, если тоже не любишь таких мотоциклистов. А если любишь, то тоже ставь лайк. Короче, да, мне говорят, что уже 7 километров я прошел. И скоро приду. Уже метро Раменки виднеется. Сейчас я обязательно зайду за кофе в кофе-крю, чтобы подкрепить силы. Прекрасный закат у нас тут виден, кстати. Ну что, заходим в нашу любимую кофейню, чтобы подкрепиться. Очень странно, что они работают до 21. Пожелание к ним, чтобы работали до 10. Осталось буквально 10 минут мне до дома. А это значит, что время пути мне составило 1:45. Минус болтовня с другом Сашей. Минус кофе. Кофе-крю здесь самый у нас лучший кофе, самый вкусный. Такой вот эксперимент я провел. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. Фоточки еще кое-какие прикреплю в процессе. Ну и что? Ходить пешком — это прикольно. В итоге мне вдобавок повезло. Я застал еще вот такой вот закат. Я его сфоткал, но солнышко уходящее на видео снять не успел. Класс. Итак, я добрался до дома. Чистого времени 2 часа 2 минуты. 7 километров 590 метров. Заходим.